Hail, Ты весь Argon. медвежий. Do you need something? Привет. Леди и джентльмены, приветствую. С вами сэр Холмс. Продолжаю проходить Morrowind Tamriel Rebuild. Нахожусь в очень обширных двемерских руинах на континентальной, собственно, части Morrowind'а. Настолько обширных, что в одну серию я не уложился с ними. И я уже... Так как запись в этом месте происходит в несколько сеансов, разделенных временным промежутком, подзабыл, что я тут только в общих чертах помню. Ну, например, лазил ли я в эти кеги, я не скажу. Но посмотрим, что можно здесь сделать. Я практически в самой глубине сейчас. Этого паука нам можно затюкать. У меня даже есть мана. Кстати, давайте маной его через касание холодом. Ну, нормально. Паровой Центурион ничего не заметил, это главное. То это такие самые неприятные ребята сейчас. О, морозные соли, то что нужно. Это по сути все, что есть здесь, да? Сверюсь с картой. Это, похоже, самая глубокая точка этих руин. Эта дверь ведет к штольням, или как это называется? Конечно же, мне интересно прокатиться на лифте. Погнали. А, еще вниз, я думал, вверх. А, ну да, конечно. Ну, посмотрим, посмотрим, что тут у нас. Как глубоко-то. Я-то думал, я в самой глубине, а ни черта. Очуметь. Сколько можно-то уже? Это буквально какое-то сердце планеты. Так, а что тут можно делать? Вот вопрос. Спуститься-то я сюда спустился, а смысл? Кроме познавательных-то целей есть какой-то? О, это жесть. Сейчас, конечно, тут в лаве в этой всей. Ну, попробуем пролететь куда-нибудь. Так, ну, ни черта явно. Поджарить лапки, может, немного свои. У меня есть? У меня есть. Есть чем хп восстановить. Сверху тут тоже ничего нет. Ни черта. Кстати, довольно огнеупорным оказался. Окей, ладно. Погнали, погнали. Обратно. О, нет. Да, это надолго теперь. Лифт ушел без меня.
А вот, смотрите, оказывается, вот он артефакт-то главный. Укрепить кузнеца на 7 пунктов, ночной глаз на 20 единиц, постоянный эффект. Приятно, жалко, что я такое носить не могу. Вот, и так как я тут уже лазил довольно много, а увидимся с вами в месте, где я еще не бывал, или, может быть, я там, где я придумал, что можно что-то еще тут сделать. В общем, через мгновение. Если попробовать вот здесь пролевитировать, это опять же, смотрите, штольни, как это называется, где руду добывали. Тут есть котел, которым можно зачерпывать что-то, по идее, но вот рычага внизу нет. Я сейчас припоминаю, что, кажется, был рычаг вверху. То есть можно поднять этот котел, но смысл? Может быть, что-то под ним откроется тогда. Да, вот здесь я был уже. Тут рычагов я тоже не вижу. Надо... Так, ну это вроде бы наверх или вниз. На этом лифте я уже катался. Надо сориентироваться, в общем. Ну, как я посмотрю, тут довольно много еще всего исследовать. Можно отправиться туда, например. Но я вижу, что здесь, например, у меня еще не открыты двери. А Halls of Rest — это верхний уровень, по сути. То есть вот. Я, кстати, могу ему уже сказать, что его друзья, все. Пока нет. Но тут я вроде бы не доисследовал еще эту местность. Ну вот да, на этом самом верхнем уровне еще остались какие-то неоткрытые двери. А так-то по сути все. Этот уровень там, где валяются мертвые друзья этого Данмера, которых он просил меня спасти. Но я, кстати, зачаровал колечко тут за кадром. Из души Кланфера получилось ночной глаз, до 10 зарядов, 25 единиц ночного глаза на 50 секунд. Это куда лучше, чем то, что у меня было колечко. Позволит мне экономить ману на более полезные какие-то вещи теперь. Вот, я доволен. Я пока все еще не могу понять, я смогу рассказать Данмеру о том, что его друзья все или нет. Каков триггер скрипта, или не предполагается вообще никакого триггера, или это баг? Ну, сейчас я пощупаю их тела на всякий случай. Но тут их двое только было. Ну да, это все. Тут больше ничего нет. Да, меня тут потрепал немного Центурион. Да, все. Ладно, не хворай тут давай. Ты хорошо держался. Я пойду. Что тут у нас по времени суток на улице? Кстати говоря. Мрак. Ах, да. Я еще не закончил с этим местом. Возможно, здесь можно вылезти на поверхность. Оттуда. Так, а у меня же закончились боеприпасы практически. Вот таково действие нового колечка. А, ну тут завалено все, да, у нас. Причем аккуратно как завалено. Как будто целенаправленно. Кто-то положил этого истукана сюда. Да, вроде бы там внутри тоже есть какая-то заваленная дверь, которая вела, по идее, сюда, но... Это, кстати, начало залива, на котором в его конце стоит Латанис.
Да, в общем, место живописное, но внутри ничего интересного не оказалось, к сожалению. Ну, будем знать, что ж. Это, знаете, еще раз говорит о том, что, возможно, не стоит без особого повода лезть во всякие руины, в данжи, в общем. Если нет квеста, то... О, смотрите, поселение какое-то. Может, здесь живет этот отшельник ученый? Смотрите, это похоже на... Сколько тут пещер-то? На какой-то космодром вообще, честно говоря. Ну, две мира, они вроде такие, да, что и в космос не прочь улететь. Наблюдали, смотрите, за Дейдроп. Ну, хотя Дейдроп-поклонники, наверное, позже тут появились, чем две миры. Хотя, черт знает, когда там строили дейдрические руины. Друзья, может, кто в курсе? Я вот думал, что, вероятнее, двемирские руины появились раньше, чем вот эти все. Хотя Дейдра были и во времена Неревара тоже. Может, они одновременно примерно. Ну, может, реально сначала стояли эти руинки дейдрические, потом двемиры такие, а давайте мы телескоп бахнем сюда, наблюдать будем. Вот, а в эти пещеры у меня смысл есть лезть, потому что тут может быть этот норд. О, кто-то мне сейчас предоставит стрел, да? Спасибо. Ну, хуже стрел нельзя было придумать, но пойдет. С неимением другого. Какая бронированная, смотри. Так. Наверное, имеет смысл почаще всякими магическими дамажащими шарами пользоваться. О, яйца Квама. То, что нужно. Я уже тут давно не ел, не спал. О. Теперь на сытый желудок и воевать приятней, да? Какие же вы все бестолковые, а? Норда у вас тут явно нет, который мне нужен, но раз уж я к вам заглянул. Так, что там? У Данмеров сопротивление к огню. Так что... На тебе ответочку. Что-то тоже довольно обширное у них. Анекдоты. Неинтересно. Сразу тебя прищучить. Даже изобретательности никакой не хочу проявлять. Банит дурака, часть первая. Ой, ну не знаю. Ладно, давай сюда. Хоть что-то надо у вас забрать в качестве вознаграждения самому себе. Солонина, да?
Солонины возьму с собой в дорогу. Да и, кстати, надо пополнить запасы вот этого всего. Не совсем бессмысленное место. Хоть провизию пополню. Так. Окей, этот проход исследован. Давай сюда сначала. О! Дружище. Сестра с болот. Давай, освобождайся. Что про 2 лампы слышно? Да я знаю пароль. Беги, беги. Это могло бы быть твоим приданным, как говорится. И, конечно же, лунный сахар. Какой у нее тут арсенал целый, смотрите-ка. Могла бы дать отпор. В теории. Так, вот я чувствую, что тут будет кто-то сидеть. Наверняка. Угу. Записка. Не забудьте покормить рабов. Лаконично. Остальные болты. Очень даже кстати. Кстати, вот левый этот наруч я возьму, наверное. Это можешь оставить себе. Бесполезная перчатка. Сюда бы снаряд двемерский. Такое ощущение, что здесь что-то может быть интересное. Тайничок. Проверим. А тут ханшиты. Давайте, ребятки, давайте. Пошел, пошел. Да, это меня Центурион долбанул по голове немного своей рукой булавой. Вот так-то я в порядке. Они говорят, что ты ранен, найди целителя. Очередная пещера бессмысленная. Хорошо. Ну, знаете, даже несмотря на бессмысленность, у меня есть мотивация, опять же, их исследовать, потому что... Сколько? Надо отдохнуть. Тут ведь есть какие-то гамаки? Я вот что-то не обратил внимания-то. Вот, потому что тут в теории я могу найти Норда, который мне нужен. Ну, вроде бы он Норд. Так где тут спать-то у вас? Ну, вот так-то лучше, хотя... В месяц руки дождя дождь действительно очень часто идет. Вот, отоспавшись на гамаке, закинувшись солонинкой, отправляюсь дальше. Посмотрим, что это за поселение здесь. Уже видно, что оно промышляет, наверное, добычей. Маг. Не забыл, как это переводится. Вот из этих вот штук, короче. Как-то тут пустынно. Все по домам сидят, наверное. Мрачно, капец. Здравствуй, добрый мир.
Добро пожаловать. Это маленькая деревня Бальдран. Надеюсь, тебе понравится здесь. Хотя, надеюсь, что нет. Да ладно, забавно. Ну, а что тут у вас, расскажи. Ты находишься в Балдране, путешественник. У нас тут расположились руины Частдрамна и святилище Баэти. Но здесь не так много всего для ребят вроде тебя. Да, но я уже бывал в Частдрамне. Еще расскажешь, может, про него? Это руины на восток. Они очень большие и, похоже, простираются очень глубоко под землю. Но наверняка мы не знаем, потому что никто туда так глубоко еще не заходил. Святилище Баэти. Может быть, там что-то интересное есть, раз он его упоминает. А о себе что расскажи? Телес Замра. Я просто здесь работаю. С чего мне еще тут находиться? Это самое скучное место в Моровинде. Ну, оно так и выглядит, дружище. А чем промышляешь ты здесь? Обычнер, понял. Слышно, может, что тут? Улыбчивый сделал это снова. Он что-то там сделал с работой своей, был счастлив, как обычно. А что за улыбчивый? Кто, спрашиваешь? Фелрес Налрис. Черт бы его побрал. Флаг показался на работе. Он каждое утро это делает. С самого утра. И с его лица не сходит эта сияющая улыбка. Знаешь, Холмс, это начинает очень-очень сильно действовать на мои нервы. Слушай, ты, похоже, способный товарищ. Ты бы не помог мне? А что у тебя на уме? Так ты поможешь? Великолепно. Я бы и сам мог это сделать, но, знаешь, надо поддерживать отношения тут с местными и все такое. Но, чтобы стереть улыбку с его улыбчивого лица, улыбчивого парня, я хочу, чтобы ты подменил его лопату сломанной. Это наверняка сделает зазубрину в его настроении, я уверен. Вот, возьми это. А свой он хранит в сундуке в его хижине. Ввязался в очередную авантюру. Ладно, а что тут у вас? Может, посоветуешь чего? Будь осторожен рядом с руинами Частдрамна. Они не только опасны, но там бандиты рядом живут в пещерах. Я уж пару пещер зачистил. Секрет какой? Мы держим все наши сокровища запертыми в хижине-складе, аргонянин. Если я был вором, я бы знал, что делать. Звучит как ловушка. Что тут про местность вообще тут скажешь? Наша маленькая деревня лежит на восточной половине хребта Баэти. На восток великие руины Частдрамна, ближайшие города это Латанис на север и Тель-Матривра на юг. Но я все еще не могу найти этого чертового Норда. Тут даже спросить-то не у кого про него. Наверное, я не туда зашел вообще совершенно. Экономика ваша строится на маке, конечно, да. Скромно, не так ли? Но пару дрейков на этом мы зарабатываем. А услуги тут есть какие-то вообще? Мне очень жаль, но услуг-то как раз не очень много. Ближайшее место, куда тебе стоит добраться, это Латанис. Ну да, понял. Кто-то интересный тут? Гетман деревни Андора Лему. Он в своей хижине. Мы просто скромные обитатели Бальдрана. Мы бы хотели, но мы мало что можем сделать. Может, какие-то места примечательные все-таки есть? Нет, ничего. Так, как там зовут нашего улыбчивого парня?
Фелрис Наврис. А я ж Кагерер с собой таскаю зачем-то. Надо его подложить кому-нибудь тоже. Вы тут под угрозой нападения находитесь постоянно, я как посмотрю. А, вот тут староста здесь. You seek information, Arganian. Даже подвал есть. Ух ты, может обучать чему-то? Здравствуй, расскажи о себе. Я Андрона Лему, гетман этой прогнившей деревеньки. На самом деле нет, я рад, что я не работаю с этими губками больше. Я уже за свою жизнь достаточно наработался. Хочешь совет? Не становись фермером Мака. А что ты там спрашивал? Да, я о тебе спрашивал. Про деревню что скажешь про свою? Это я слышал. Ну и давайте, в общем. По всякими этими. Ты посещал этого безумного Норда в его скалистом доме на юго-восток отсюда? Не могу понять ни слова из того, что он лепечет. Угу. Вот-то мне, похоже, и нужен. Каменный дом на юго-восток. Да, я куда-то туда и намеревался идти. Чё посоветуешь, посекретуешь, может быть? Это я все слышал. Какие-то наверняка. А может что-нибудь он нового скажет, если я спрошу про географические регионы? Море призраков. Нет, я тоже все спрашивал еще в библиотеке Тилвани. География Моровинда. Аргония. Ну, это стандартная, по-моему, реплика. Я на этой деревне с моими... Бла-бла-бла. Окей, ладно, спасибо за... А, кстати, что там по поводу... Ловкость, да, скорость. Ну, атлетики ты меня вряд ли научишь, а вот это все мне не надо. Ловкость и сила у меня и так на 100. Да. И пока я не забыл. Этот амулет надо напялить. Кагерер, хочешь? Может оставить тебе прям его тут? А, я бы заглянул тут к тебе в подвал. Как это все обустроено. Ага, да, вот она, грязюка. Уютненько у тебя даже в подвале, слушай. Вот гетманом, может быть, я и стал когда-нибудь, а вот... Самому копать эту грязь я бы не хотел, конечно. Здравствуй, а что-то, слушай, тут запятнанная маком копия этих времен года. На тебя тут покушается дядя один. Я Фелрис Налрис, но они называют меня улыбчивым. Это потому что я единственный счастливый рабочий здесь. Но я ничего не могу с этим поделать. Мне правда нравится работа по какой-то странной причине. Улыбчивый? Просто дружеское прозвище от моих товарищей работяг. А что с того, друг? А что слышно было? Что, посоветуешь, может? Ничего нового. Ну, окей.
Я тогда просто... Просто подменю тебе лопату. Чем я занимаюсь? Так ты заменил его лопату сломанной? Великолепно. Вот. Возьми плоды моих трудов. Лично для тебя. Очень маковые и приятные. Приходи завтра. Я скажу, что случилось с улыбчивым. Посмотрим, да. Ладно, пойду я отсюда. На юго-восток. Потом загляну, если не забуду к вам. Не нравится мне этот скальный наездник, вот что я скажу вам. Облачусь в боевое снаряжение и прищучу подлеца. Вот так. Разлетались тут всякие. Деревни наши угрожают. Может быть, здесь живет Норд? Адунджи. Угу. Великолепно, блин. Это все можно продать. Конечно же, тут амулет красивый, зачарование бестолковейшее. Копье в почку запихали. Так. Ты глянь-ка, Хаджит. Получил свободу, да, похоже? Какой, смотрите. С редгардами, с такими велленами нужно быть осторожным. Может, мало не показаться, а то ушатает. Ну... Сейчас я вашим обедом-то. И с солониной, да, закусить? Да. Припасов у меня достаточно. Неплохо. Пировал он тут, понимаешь? Ну, то, что такая пещера маленькая, это очень даже к лучшему. Ловить-то особо нечего в ней.
Мухи всякие тут. Правда, репеллент нужен от них. Так, ну здесь я бывал везде уже. Каменный дом. Это может быть что угодно, каменный дом. Может, правда иметь в виду дом, сделанный из камня, а может, это пещера в какой-нибудь скале. О, ты что, не помер, что ли? Ладно, вернулся туда, откуда начал. Ну, в общем-то, это ожидаемо. О. Интересные места, интересные. Смотрите, что-то там на острове еще. Блин, обязательно надо туда сгонять. Ну давайте сначала сюда. Похоже, есть дом Норда. Каменный. Немного в грязи извозюканы дверь. Так, покажем ему, что мы с миром. Возможно, понадобится красноречие тут. Ты весь медвежий. Привет. Хьотир. Прошу прощения, аргонянин, но почему ты беспокоишь меня? Я читал как раз прекрасный образец литературы. Расскажи о себе. Интересно выглядишь. Я Хьотир. Ты, возможно, ожидаешь, что я один из этих бешеных варваров, да? Такое случается каждый раз. Просто потому, что кто-то живет в доме, сделанном из камней, носит доспех из мехов и носит большой топор. Но это не значит, что он полный дурак. Да я и не спорю, а расскажи о себе подробней. Знаешь, я довольно занят сейчас чтением. Ты читал ответ речи Беро? Аргументы, представленные писателем, великолепны. Я даже не знаю, кто такой Беро, честно говоря. Но я к тебе не за этим. Есть тут такая Трелла Вареси в соседней деревне. Надо составить ответы для нее. Что ты хочешь, Холмс? Поддельные письма. Вежливые отказы от обеда от Мерладора из Латаниса и Голина Седретти из Тель-Матривры. С этим я справлюсь, но это потребует кое-какого золотишка. 50 монет, не меньше. Да без проблем. Хорошо, дай мне немного. Хьотир двигается к столу и работает там какое-то время. Идеально. Думаю, что они удовлетворят твоим нуждам. Очень хорошо. Рад, что смог тебе послужить. И отказы добавлены в инвентарь. В инвентаре. А что слышно вот у тебя тут? Я слышал, что император выдвинул свои войска в Сиродил. Рад, что я все еще могу положиться на свой топор. Чего посоветуешь? Не суди людей по тому, как они выглядят. Я не дурак. Да я верю. Про местность эту расскажи чего-нибудь.
Конечно, я живу в дикой местности, но это очень красивая береговая линия, которая на востоке у нас. Хорошо, чему ты можешь обучить? Топоры. Тупое оружие. Блин, это все неинтересно. Это все неинтересно. Так, давайте взглянем, что там. Так, Мерлодор. С Мерлодором, кстати, я встречался лично. Письмо продолжается. Продолжается. В конце концов, у нас тут отказ от предложения Трелли Варесси. Наиболее вежливой и... ну, уважительной там манере. Подписано Мерлодором. И отказ от Горина Седретти то же самое. Вот знаешь, что еще? Геллер Двемерский. Я уверен, тебе понравится такая штука. Поизучай на досуге. И вот... Хотя лопатку я пока сохраню. Так, ну что ж. Значит, до повестки дня теперь. Сплавать на этот остров. Наверное, сбегать по воде. Посмотреть, что это там такое за руинки. Потом вернуться в деревню. Наверняка уже сутки пройдут, пока я буду там все исследовать. И потом уже возвращаться в... Забыл, как называется эта деревня, чтобы донести эти письма туда. Вот, друзья, буду рад вашим лайкам, подпискам, комментариям. Будем закругляться на этом эпизоде. Вот эта вся повестка останется на следующей. С вами был Сэр Холмс, Моровинд. Пока-пока.